Итак, начинаем обзор. Первое. Ячневая крупа содержит селен 69%, фосфор 43%, марганец 38%, медь 37%. Обращаем ваше внимание, селен и медь – очень ценные минералы для мужского и женского здоровья. Фосфор необходим и для костей, и для зубов, а марганец балансирует уровень сахара и холестерина в крови. Второе. Рис белый, крупа, содержит кремний 333%, марганец 63%. Белый рис часто относят к бесполезным продуктам, но вы видите, что это не так. Рис содержит очень много кремния. Кремний же помогает в формировании костной и хрящевой ткани, поддерживает сосуды эластичными и прочными, нормализует работу сердца и сосудов, активизирует усвоение кальция и других минералов. Третье. Пшенная крупа содержит кремний 251%, кобальт 83%, марганец 47%. Пшенка также богата кремнием, как и рис. Немного о кобальте. Кобальт, являясь активатором кроветворения, стимулирует выработку эритроцитов в костном мозге, участвует в усвоении железа, таким образом предотвращая развитие анемии. Четвертое. Пшеничная крупа содержит марганец 160%, селен 129%, медь 46%. Об этих минералах мы уже говорили выше. Однако обратите внимание, что пшеничная крупа содержит очень много марганца и селена. Медь вместе с железом принимает участие в образовании эритроцитов, красных клеток крови. Также она является ключевой составляющей коллагена, нашего основного структурного белка. Пятое. Перловая крупа содержит селен 69%, фосфор 40%. Шестое. Овсяная крупа содержит марганец 253%, кремний 143%, кобальт 67%, молибден 55%, селен 53%, медь 50%, фосфор 44%, биотин 40%. Вы сами все видите. Овсяная каша богата разными минералами и витаминами. Притом содержит их большое количество в 100 граммах. Вдумайтесь только в эти цифры. В 200 граммах овсяной каши суточная норма 7 ценнейших минералов и биотина. Биотин играет ключевую роль в метаболизме макронутриентов, важен для здоровья ногтей и волос. Способен снизить уровень глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом, а также играет роль при лечении рассеянного склероза. Седьмое. Манная крупа содержит кобальт 250%. Это, в принципе, и все, чем богата манка. Восьмое. Кукурузная крупа. В 100 граммах содержит очень мало полезных веществ, так что использовать ее для пополнения макро- и микронутриентов нет смысла. Говорят, что кукурузная каша ценна из-за золота, но мы так и не нашли достоверных данных об этом. Если у вас есть ссылка на такие данные, просьба поделиться в комментариях, и мы изучим это. Девятое. Гречневая крупа содержит кремний 270%, марганец 78%, медь 64%, магний 50%, молибден 49%, фосфор 37%, железо 37%, витамин ПП 36%, кобальт 31%. И снова мы видим богатейший состав и большой процент ценных нутриентов. Очень полезная каша. Гречка – одна крупа из всего списка, которая содержит железо. Кстати, крупы, в отличие от других продуктов, можно употреблять больше, чем 100 грамм за один раз. В среднем одна порция составляет 150-180 грамм. Это значит, что количество полезных витаминов и минералов пропорционально увеличится. Например, женщинам во время месячных или имеющих анемию хорошо употреблять пару раз в день гречневую кашу. Это восполнит 50% суточной потребности организма в железе. А если добавить еще горсть лещины, то получится суточная норма хорошо усвояемого железа. Об орехах мы рассказывали в прошлом видео. Если тема интересна, ссылка на вашем экране и в описании под видео. А мы продолжаем. Давайте сейчас посмотрим,
на содержание белков, жиров и углеводов в крупах. Крупы содержат такой важный макронутриент, как растительный белок. Таблица на экране. Гречневая крупа – отличный выбор для людей, которые не употребляют животные белки, а также для спортсменов, которым нужно много протеина. В 200-граммовой порции каши 26 грамм растительного протеина. Это достаточно много. Теперь посмотрим на жиры. Овсяная каша – лидер среди всех образцов по содержанию растительных жиров. Это преимущественно омега-6 жирные кислоты. В 200-граммовой порции каши 12 грамм жиров. Далее смотрим углеводы. Кукурузная крупа содержит больше всего углеводов. Она самая калорийная из всех каш, даже больше, чем рис и манка. Если вам нужно набрать калорий, то кукурузная каша подойдет вам. Если же вы на диете или сушке, то забудьте про эту кашу. Лучшая каша с точки зрения диетического питания – гречневая. И еще нас интересует содержание клетчатки в разных крупах. Напомним, волокна клетчатки перерабатываются полезной микрофлорой кишечника и поддерживают стабильную работу пищеварительной системы. Растворимые волокна регулируют уровень сахара и холестерина в крови, а нерастворимые очищают организм и выводят токсины. И это только часть полезных свойств клетчатки. В общем, по содержанию клетчатки самая полезная каша – гречневая. Внимание на экран. Гречка содержит в 100 граммах 56,5% от суточной нормы клетчатки. То есть из порции в 200 грамм человек получает суточную норму необходимой ему клетчатки. Итак, мы увидели плюсы и минусы разных круп. Мы не будем делать выводы, но хотелось бы знать, что вы думаете об этом. Какую кашу, по вашему мнению, можно назвать лучшей из представленных в этом видео, а какую самой бесполезной? Также напишите в комментариях, обзор каких продуктов сделать для вас в следующий раз. Кстати, чтобы не забыть этих данных, рекомендуем добавить данное видео в плейлист или сделать на него закладку. Если будут вопросы, пишите в комментариях, и мы ответим.